И я приветствую вас, представители знака зодиака Дева. Таро расклад. Что идет на ваш порог? Знаки судьбы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 7 по 13 апреля. Давайте узнаем, какие события спешат на ваш порог, с чем это может быть связано. Кто или что, возможно, спешит на вашу жизнь, или, может быть, это будет какая-то информация, возможно, и документы, или человек. И как знаки судьбы, что хотят вам передать высшие силы? В чем заключается этот знак? Давайте в первую очередь мы с вами разложим карты пасьянса и останемся реалистами. Всегда к этому призываю. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Мы вместе с вами предполагаем, размышляем и допускаем развитие именно альтернативных вариантов событий. То, чего, возможно, мы не ждем, или то, к чему мы не привыкли. И этот момент, особенно в наше время, может проигрываться очень ощутимо. Может быть, в нашей жизни могут быть такие парадоксы, когда мы всегда думали, к примеру, и, может быть, это где-то укоренилось в нашей душе даже годами, что, вы знаете, мы говорим часто и не задумываемся. Нет, этого не может быть. А потом, на тебе, очень даже может. И вот на что-то подобное наше время современное похоже. Итак, давайте будем смотреть. Я смотрю, и вы смотрите тоже. Что же для вашего знака зодиака, что идет на ваш порог, в чем знаки судьбы, что нам хотят рассказать карты или на что обратить внимание. Не вижу пока совпадения, идем дальше. А вот правда, что спешит в вашу жизнь? Или кто, или что? Молния – это всегда неожиданное известие, и это может быть связано как и с человеком, который вам буквально приносит какую-то новость. Или, мои дорогие, это мы можем услышать в средствах массовой информации, мы можем это услышать, к примеру, в коллективе на работе, мы можем это слышать и от близких, или даже, кстати, такое бывает случайно, ну, находясь где угодно. То есть, знаете, это как какая-то точка нового отчета, когда вы эту информацию можете или должны переложить на свою концепцию жизни. Раз вы слышите это, значит, вам это зачем-то нужно. Возможно, это просто вот как проанализировать то, что вы намереваетесь делать и каким образом вы это будете делать. Ведь иногда так тоже бывает. Или когда для вас какая-то возможность может появиться, и такое тоже не исключаю. Идем вперед. Что же нам еще расскажут карты? Что это за новость? Позже мы дополним картами Таро, попробуем раскрыть, с чем это связано. А ведь и правда, молния, а следом вам выпадает открытый путь. Это ключ. Но надо сказать, ключ – это как знание. Вот может быть, с учетом вашего обучения или возможность обучиться чему-то, или вы решите, я хочу обрести новую специальность, или возможность работать над дому, или просто возможность работать на самого себя. И у вас это очень хорошо может получиться. И здесь это может прийти через ремесло, к примеру. Именно обретая ремесло какое-то в руках, когда мы имеем, нам проще адаптироваться, да, к любой, пожалуй, ситуации. Мы никогда не пропадем, это правда. Мы можем работать, по сути, сами на себя. И вот кто-то может и к таким прийти выводам. Почему? Потому что обучение – ключ. У кого ключи в руках? Это карта Иерофант нам говорит. И, кстати, карта Иерофант где-то это олицетворение вашего знака зодиака. Поэтому мы хотим сделать что-то более надежное, одновременно себе какую-то дорогу вперед, проложить более конкретно, более ясно, когда мы тоже себя чувствуем и защищенными, и понимаем, чем мы будем заниматься. Поэтому обучение может проигрываться. Или буквально для кого-то из вас прежде вы не могли куда-то отправиться, а здесь тоже с новостью, с какими-то сообщениями к нам приходит возможность сделать что-то правильно. И правда, кто-то из вас будет обращаться в высокие инстанции. Корона. Корона – это символ власти. Поэтому это ваши контакты, с одной стороны, с особыми, более такими
которые от вас стоят на другой ступени иерархии, или конкретно какие-то чиновники. Может быть и представители власти, законов. Вы изучать можете, кстати, законы, как они работают, но для вас уже открытый путь. Это и ведь еще и для вас такой символ, что в вашей власти практически сделать, я не побоюсь, все. Но вот методы или каким образом, обойдя некоторые острые углы, вы сумеете это осуществить? Или, может быть, придется какой-то нейтралитет занимать, или искать компромисс. Нам ведь об этом не говорят, но то, что возможность есть, это точно. Более того, вот эти все возможности и вас и приводят в конечном итоге к благополучию. Голубь в этой колоде карт обозначает благополучие. И здесь все. От дел дома до того, как мы зарабатываем деньги, откуда они к нам приходят. Сам по себе достаток. Дела семейные, возможно, дела с родственниками. И все то, что я где-то говорила по ключу, эта карта тоже подтверждает, точнее значение по привычке карта. Вообще, если так смотреть на наш пасьянс, достаточно спокойный период жизни. Несмотря вот на эту молнию, несмотря на новость, значит, как-то ее в спокойном ключе вы сумеете переложить на обстоятельства вашей жизни и использовать для благополучия. У вас что-то получится осуществить, мои дорогие. Но вот обратите внимание, можно расценивать эту молнию как что идет, буквально как сообщение, да, на ваш порог или вашу судьбу, так и знак судьбы, что ты вот от этой новости, я говорила, точка отсчета, у тебя как и открывается путь, или, может быть, открывается путь согласовать какие-то документы. В конечном итоге, что бы вы тут ни задумали, ни затеяли, это для вашего благополучия, это вам во благо, мои дорогие девы. И пока я с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпало, потому что в нашем пасьянсе мы можем сложить те значения, которые совпадают по горизонтали и по вертикали в крайних картах. Вы можете, кстати, сомневаться. Цепи – это в крайних картах, и это сердечная или внутренняя тяжесть. Это не есть какая-то конкретика, это внутреннее наше состояние. Поэтому не сомневайтесь. Да, может быть, методы придется менять, может быть, придется, ну, где-то себя несколько трансформировать, вполне вероятно, потому что когда молния, это всегда неожиданность. Или это какой-то спонтанный момент в нашей жизни, мы к нему не готовы. Но в конечном итоге, обратите внимание, во втором ряду крайние карты якорь. Это ведет к уверенности. И все то, что я сказала, якорь тоже подтверждает. Смотрим, что еще у вас совпало. У вас может быть не одна новость, а две новости. У вас может быть даже так. Почему говорю? Смотрите, крайние карты совпадает колокол. Это тоже новость. Поэтому смотрите как. Может проиграться. Колокол – это то, что происходит вокруг нас. Это то, что нас может даже поставить в тупик, но это то, что неожиданно совершенно. Но нас это заставляет действительно трансформировать какую-то ситуацию, а может быть и самих себя менять. Но есть еще и молния. Это два сообщения, которые разнятся. Поэтому, и если даже на этой неделе что-то действительно вас как ставит в тупик, или приходит какое-то сообщение со знаком минус, обдумать, может быть, и стоит, но не очень углубляться, потому что следом я могу такое предположить, ну или первая и вторая могут меняться местами. Есть одна, как будто вы не можете на это повлиять. Вы не можете, ну, каким-то образом это изменить. Вам приходится себя адаптировать по одной новости, а вот по второй или по второй какой-то возможности, то, что выпадает со значением молнии, это как раз в ваших силах уже и открытый путь, что-то осуществить, ну или буквально куда-то отправиться. Больше я совпадений не вижу, поэтому перейдем к картам Таро и зададим снова тот же самый вопрос. Что же идет на ваш порог? Может быть, нам как-то карты пояснят. С чем же это связано? Что идет на ваш порог? А вторую карту мы достанем и спросим, кто или что спешит в вашу жизнь. Вот как раз две новости. Давайте проясним, как два события. И
Последующие карты будут называться знаки судьбы, как бы вторые карты. Это у нас будут знаки судьбы, в чем подсказка. И к чему все идет, какое продолжение следует. А может быть и не следует продолжение, может быть вы какую-то точку будете ставить. Вот давайте узнаем. И сфера ваших достижений, работы, бизнеса и денег, энергии, смотрим на эту неделю, любви и личной жизни. Что же идет на ваш порог? Луна. Ну, действительно, по Луне, вы знаете, берегите себя, потому что по Луне мы не видим какой-то конкретики. Очертания есть, а вот конкретности какой-то мы не можем пока видеть. Мы ее увидим через некоторое время. Нам говорят, Луна, Солнце выглянет и уже поменяет как бы эту Луну, и что-то для тебя будет определенно ясно. Но пока на этой неделе, правда, не торопитесь с места в карьер. Значит, с каким-то событием точно не следует торопиться, особенно, мои дорогие девы, если вы пока, ну, где-то не видите, чувствуете, словно вы в потемках или вот как в каких-то сумерках. По этой карте я всегда предупреждаю, избегайте толпы. И если вы оказываетесь спонтанно даже в ней, есть такое выражение «меня несет толпа». Поверьте, мы себя вообще тогда не контролируем. И нам может казаться, что подумаешь, я могу выйти из этой толпы в любой момент. Увы, я знаю, что это так не бывает, поэтому есть в этом огромный риск. Поэтому я всегда предупреждаю. Даже если случайно, к примеру, это сама по себе даже не толпа, к примеру, мы можем переложить на другую ситуацию, к примеру, в вашем коллективе. Одна какая-то общность, такое, к сожалению, бывает, которая за руководителя, ну, я банально привожу примеры, которые достаточно часто встречаются, а другая половина или какая-то часть людей против. И вот одна обсуждает, или, может быть, группа людей вас к чему-то призывают, словно подталкивают или уговаривают, чтобы вы приняли их сторону, с чем-то согласились или в чем-то проучаствовали. Так вот, самое правильное в другом направлении. По крайней мере, никому обещания не давать. Правда, что-то может быть непонятно. С хорошим плюсом проигрывается эта карта зато, когда подсказки интуиции. Слушайте себя. И для вас это, ну, как задача до конца 2025 года больше доверять самому себе. И это не имеется какая-то выхолощенная конструкция ума. Это именно подсказки. Что такое интуиция? Это связь, тандем интеллекта и нашего прежнего опыта. Поэтому опыт не тот, который в размышлениях и какой-то ненужной философии проходит, а именно конкретная ситуация, которая в нашей жизни сложилась, мы потом ее проанализировали и поняли, в чем мы ошиблись. Ну, вот это вам тогда будет помогать. И еще один момент прекрасный проходит по аркану Луна. Это, знаете, нежность, это наши близкие, это где-то любовь, чувственность, да, на уровне эмоций. Давайте посмотрим знак судьбы. Ну, у кого-то любовь, чувственность. Вопросы, связанные с детьми, кстати, у кого-то может проиграться, а иногда это проигрывается как новый человек в нашей жизни. И мы еще пока не знаем, как будет развиваться наша история. Или человек, который намного моложе вас. Или, в принципе, мы говорим, для людей семейных, для тех, кто в паре, взаимопонимание здесь будет, добрые эмоции. Вы вместе можете что-то планировать, но сама по себе, безусловно, карта позитивная. Поэтому я по Луне вижу так, что да, торопиться пока не следует в любом случае, потому что что-то вокруг будет меняться, ведь это старший аркан, который именно об этом хочет сказать. У кого-то это может проигрываться как неразбериха, у кого-то внешние обстоятельства, ну, с которыми вы пока ничего не можете сделать. И вы ждете, может быть, даже подходящего момента. И это не есть пустое ожидание. Мы, наверное, как ну, пожалуй, пантера в прыжке, перед прыжком точнее, мы замираем, мы именно ожидаем как пункт какой-то, когда можем себе сказать, ну вот теперь свершилось, теперь я могу приступить к осуществлению моего плана. Вот разве что так. Но что-то подобное может проиграться и в вашей семье. Поэтому, если знак судьбы, вам что-то доброе идет по судьбе. И обратите внимание, Чиро Маркетти прорисовал в этой карте два морских конька. Когда-то прежде это был
символ благополучия и богатства. И вот наш Паш стоит между двух этих морских коньков, поэтому это какие-то возможности, мои дорогие, причем которые для вас плюс. И к чему это все идет? Обновление, мы где-то с вами говорили, открытый путь, но это пока еще. И даже на последующий период, мои дорогие девы, хоть у нас и шут изображен такой своеобразный, он едва ли не могущественнее мага, он жонглирует всем зодиаком, но карта — хаос перед началом творения, какая-то неразбериха. И правда, Луна, очертания есть, конкретики никакой. И было бы неправильно с места в карьер броситься, где-то на эмоциях, стартануть с низкого старта. А куда? Мы ведь тут еще не знаем, как те события, которые в данный момент происходят вокруг нас, как они будут развиваться. Поэтому мы еще пока и некоторую свою траекторию наверняка на последующие дни мы не можем тоже просчитать. Поэтому примите во внимание, что, ну, может быть, и придется жонглировать или кем-то, или чем-то, вполне вероятно. Я имею в виду какие-то ситуации, с кем-то договариваться, может быть, и денежную какую-то тему решать, и я тоже такое предполагаю, потому что либо нам нужно, вот есть такая фраза, выкрутиться из создавшегося положения, или мы хотим обустроить свое какое-то дело, но сказать, что явные какие-то четкие предпосылки или мы можем просчитать последующие свои действия, причем уверенно и так вот надежно, ну, наверное, нет. Поэтому где-то с оглядкой, или я бы сказала, имейте, мои дорогие девы, план А, план Б, план С на эту неделю. И если что-то не сработало одним методом, надо попробовать какой-то другой. Иными словами, пожонглировать. Потому что нет тут пока какой-то однозначной картины. Кто или что спешит в вашу жизнь? Ну, вот все то, что я говорила по пажу кубков. Эта карта очень часто символизирует наших любимых, наших близких, наших супругов. Не обязательно, что мужчина, да, мы говорим. Мы смотрим энергетику, поэтому это в равной мере относится ко всем, как и к мужчинам, так и к девушкам, женщинам. Эта карта еще также говорит, кстати, энергетика почти как у мага, у короля кубков. Это единственная карта в колоде, которая умеет правильно распределить эмоции и какой-то рационализм. В личной жизни, понятно, допустимы эмоции. Все какие-то конкретные вопросы, дела, работа, бизнес, документы, деньги, они требуют более такого вдумчивого, прицельного где-то даже отношения. Но это не значит, что мы словно, знаете, как в сухаря превращаемся, потому что мы очень рациональны или мы очень прагматичны, но где-то зациклены на материализме. Нет, эмоции, они в нашей жизни присутствуют. Просто не нужно складывать в одну корзину, потому что, с одной стороны, нам это не поможет. Эмоции нас могут куда-то не туда увести в тех делах, вопросах, которые нужно решать более пунктуально. Но и материализм нам не добавит улыбок на лице, если мы будем, ну, где-то черствы к чаяниям близких или к тому, как любимый человек, может быть, как-то в ваш адрес отзывается. Но, тем не менее, нам всегда, кстати, показан король кубков среди бушующих волн, ну или просто среди моря, океана, и он на постаменте. Это имеется в виду какой-то базис или материализм, на котором в последующем строятся как и эмоции, как и наша уверенность, наша надежность. То есть это мы тоже не можем оставить без внимания. Не совсем такая простая карта, но это карта, которая говорит о том, что, ну, видимо, возможно, на этой неделе какие-то возможности к вам именно по части личной жизни или новости будут связаны с вашими родственниками, близкими, может быть, далекими родственниками, может быть, и с родственниками вашего партнера. Но личная жизнь, она точно не на последнем плане. Знаки судьбы. А у кого-то на кону императрица. Это на кону может быть смена статуса именно через личную жизнь. Но это может быть еще и бизнес семейный, я такое тоже могу предположить, или ваше личное дело, творчество, поэтому как знак судьбы вы можете сделать что-то лично для себя. Если вот, как я говорила, вы можете изучать, или, может быть, вы уже имеете какое-то творчество в ваших руках, личное дело, может быть, и хобби. И теперь вы будете думать, как это монетизировать. Но вот что-то такое, что касается лично вас и вашего статуса, кстати, вашего имиджа, как знак судьбы. Удели внимание своему имиджу. Иногда
Может быть, карта так подсказывает, если вы хотели изменить имидж или вы хотели о себе сломать, мои дорогие девы, какой-то стереотип или шаблон. Не секрет, встречают нас по одежке, провожают уже по уму. Но вот эта одежка, она срабатывает на 100%, если не на 1000. Так устроен человек. И когда мы видим человека впервые, вот это мнение, оно в нас, знаете, как бы как фундаментом мы запоминаем. И на этом строится стереотип. И, может быть, вы хотите изменить как раз отношение к вам со стороны социума, со стороны коллектива. Или для вас вообще, именно для вас самих это очень важно. И по аркану императрицы имидж, и, кстати, здоровье, потому что это всегда есть взаимосвязь. Это будет то прекрасное время, как знаки судьбы, что пора, вот, кстати, собой или самим собой заняться. Это будет доброе время на этой неделе. Ну и, понятно, дела семейные тут могут проигрываться. Ну и деньги, безусловно, не без этого. И опять же, окружает императрицу, как и вокруг аркана, шут, дурак, именно весь зодиак. Поэтому императрица, она может со всеми договориться. Может быть, мои дорогие девочки, для кого-то из вас известие сообразно, конечно, возрасту и намерениям. Вы ждете ребенка или собираетесь где-то уже, срок подходит вот-вот стать мамой. Вот такое может быть. И вообще для вас, для девочек, именно для женщин, на этой неделе какие-то добрые события или возможности, может быть, их даже будет чуть больше, чем для мужчин. А вот для вас, мои дорогие мужчины, важная женщина в вашей жизни, это тоже будет как, ну, знак судьбы. Это то партнерство или те контакты, которые вам нужны, которые следует продолжать, я бы сказала так. К чему все идет? Ну, наверное, знаете, партнерские отношения точно. Пусть это будет один человек, мои дорогие девы. И сейчас не важно, кто смотрит, мужчины или девочки, женщины. Колесо фортуны и впереди карта императрицы. Так вот, одного человека, как того, кому мы можем доверить наши, ну, где-то и переживания, и радости, уметь порадоваться, это очень важно, отнюдь не каждый, включается часто какая-то зависть, а вот именно людей можно, ну, оценить, где-то способны ли они искренне радоваться за вас, а не думать, а почему это случилось с ним, а не со мной, например, да? Ну вот как минимум один такой человек в вашем окружении есть, и вы можете вместе с ним какие-то строить планы. Мы об этом говорили. А колесо фортуны говорит об удаче, которая практически пытается войти на ваш порог, или это то, что будет следовать, что будет продолжаться. Поэтому, правда, мы говорили два, как минимум, известия. Одно так себе будем говорить, а вот второе как раз открывает какую-то возможность. И вот я так вижу, какая-то возможность может прийти нежданно-негаданно и выглядеть где-то, я допускаю, даже и невзрачно. И мы этого не должны упустить. Что-то на кону у вас очень важное. И это, кстати, два старших аркана. Первое может зависеть даже от внешних событий или как-то с ними перекликаться, или вам это нужно учитывать. С другой стороны, это может быть связано с вашей личной жизнью или жизнью партнера. Но все равно я вижу, поскольку емкий аркан императрицы, он перед колесом фортуны, нам хотят сказать, что тут еще и денежная какая-то тема. Вот тут все вместе. Ну, наверное, благополучие в конечном итоге это все вместе и включает. И у вас эта неделя может перед вами на последующий период открывать новые возможности. Смело говорю об этом. Тем более вот эти два старших аркана. Это не совсем на эту неделю. Всегда они проигрываются дольше. Поэтому где-то ориентир до конца апреля. Ваши достижения, ну вот выбор. Может быть, это как выбор, два сообщения, или как тот фарватер, по которому вы будете двигаться, или, может быть, куда вы собираетесь поехать, переезжать. По двойке жезлов могут также говорить о прежней какой-то истории, в которой вы должны, может быть, разобраться или расставить все по местам, навести порядок. Ведь чаще мы вообще в других колодах это двойка жезлов, это какое-то или бездействие, или словно мы ходим от одного жезла к другому. Ну, то есть какая-то прежняя история. А в этой колоде тут немножко по-другому. Это именно выбор пути. И нам, как развилка, мои дорогие.
И вот мы как будто, как этот человек, уже подходим, приближаемся к тому моменту, когда нам придется делать выбор. Может быть, кстати, не на этой неделе. Может быть, вам карты хотят сказать, что вот-вот ты будешь перед выбором. Поэтому примите этот тонкий нюанс. И именно правильный путь нам как будто освещает солнце. И где-то с той стороны летят птицы новости, но они самые разные. И вот этот волшебный олень, он находится как раз между двух жезлов. Так вот, между двух жезлов как будто правильный путь. Но это основано на том, что мы уже проделали какой-то путь до этого времени. И это может быть как ваше ремесло или обретение, опять же, какой-то специальности или в практике, что вы осуществили, мои дорогие девы. И значит, вот из этого уже осуществленного нужно какое-то красивое продолжение вам построить. И это на деньги, на достижения, на все то, что нам приносит благополучие. В личной жизни что? И здесь тоже 20-й старший аркан, избавление от боли, избавление от страданий. Это карта возрождения. И хоть и называется страшный суд, он вовсе не страшный. Это когда мы закрываем в прошлое дверь. К примеру, даже если вы сейчас один или одна, вы можете познакомиться с кем-то. Но, опять же, не совсем тут с позиции материализма. Да, вот все то, что я говорила пока по королю кубков, для вас будет актуально. Может быть, у вас была какая-то счастливая прежняя история, но в силу причин непреодолимых действий, которые были вокруг вас, меня смотрят люди из разных стран, и у каждого своя обстановка. Есть какое-то сожаление, но, может быть, постепенно приходит и, знаете, принятие той ситуации, когда, да, очень болит, очень, ну, знаете, как несправедливость какая-то вы можете чувствовать, но тем не менее, вот есть какой-то факт, который произошел. И мы все равно должны понимать, что присутствует в нашей жизни какая-то точка невозврата. По 20-му аркану нам об этом. Но это не значит, что мы в ней должны застрять. Мы идем вперед. Поэтому, может быть, и подумать, вот, кстати, о новой истории любви. Где-то Паш Кубков вам будет говорить и об этом. И если прежняя была так себе, поставить в чем-то точку, а не пытаться кому-то что-то доказывать, может быть и так. Мы все разные. Переложите этот нюанс на свою жизнь. Но для тех, кто в паре, здесь, знаете, как возрождение. И, кстати, у нас еще по 13 число ретроградная Венера, она только с 14 будет в прямом движении. И астрологические другие аспекты нам создают такую конфигурацию, когда даже в несколько увядших отношениях мы можем получить как новую искру взаимопонимания, интереса, какой-то новой грани чувственности. Ну, знаете, как наши отношения словно оживить и вдохновить одновременно. Поэтому, но мы не должны оглядываться назад, мы где-то не должны вспоминать друг другу прошлые обиды или то, что нас ставило в тупик. И это, понятно, должно быть именно обоюдно, а не игра в одни ворота. Поэтому тут у каждого по-своему. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.